Восточная Азия, состоящая из Китая, Монголии, Корейского полуострова и близлежащих островов, является домом почти для 1/4 населения мира и является пристанищем для различных этнических и языковых групп. При этом археологические и генетические данные свидетельствуют о том, что в прошлом жители Восточной Азии были еще более разнообразны, чем в наши дни. В феврале 2019 года на канале вышел обзор исследования антропологов «Заселение Восточной Евразии по данным краниометрии», где показано, что заселение и формирование популяции Восточной Азии можно описать при помощи 2 слоев предков. Первый слой состоял из охотников-собирателей до неолита, а второй слой из северо-восточных азиатов, которые распространились по всей Азии со времен раннего неолита, способствуя появлению предков многих современных популяций Восточной Азии. В новой работе, помимо изучения различий между древними популяциями Северной и Южной части Восточной Азии, генетики решили проверить и состоятельность двухслойной модели при помощи анализа древней ДНК 24 человек из северных и южных регионов современного Китая и островов Тайваньского пролива, живших от 9500 до 300 лет назад. Результаты. Люди из исследования географически разделены на северных и южных, демонстрируя близость с современными жителями Севера и Юга Восточной Азии соответственно. Северные популяции неолита по происхождению были ближе к тибетцам и сибирякам того же периода, а южные – к австронезийцам островов Тихого океана. У северных популяций из выборки отмечено общее происхождение, которое не наблюдается у южных, но присутствует у неолитических тибетцев и восточных сибиряков. При этом ранненеолитические северные популяции демонстрируют сходство с прибрежными неолитическими жителями южных регионов, в отличие от более внутренних популяций Азии того же периода. Эти связи указывают на то, что прибрежные районы были зоной генетических контактов между северными и южными регионами. Помимо этого, оценка различий между современными жителями и популяциями неолита Восточной Азии показала, что современные популяции генетически более однородны, чем неолитические, что объясняется увеличением числа предков, связанных с северными популяциями в южной части, от 21 до 55%. Хотя также отмечен и обратный поток генов с юга на север, но менее значительный. Также авторы работы отмечают, что северная родословная, в той или иной степени обнаруженная у всех жителей материковой части Восточной Азии, в первую очередь связана с популяциями в низовьях реки Хуанхэ, что согласуется с археологическими и историческими исследованиями, касающимися происхождения этнической группы хань. Происхождение протоавстронезийцев. Народы, говорящие на австронезийских языках, проживают на обширных территориях от Тайваня до юго-западной части Тихого океана и Мадагаскара. Новые данные подтверждают предположение о вероятном происхождении протоавстронезийцев в материковом Южном Китае с последующим распространением через Тайваньский пролив, что подтверждается и археологически. Кроме того, в более ранних работах моделирование с использованием митохондриальной ДНК современных жителей южных регионов Восточной Азии также предполагает южно-китайское происхождение популяций, говорящих на австронезийских языках. Гаплогруппа митохондриальной ДНК И1 у образца Лиангдао-1 возрастом 8320-8060 лет в настоящее время распространена в австронезийских популяциях Тайваня, Филиппин и Индонезии. Эта связь с современными австронезийцами распространяется на все образцы из неолита материковой части юга Китая и островов Тайваньского пролива из этого исследования. Помимо этого, неолитические образцы из материкового Южного Китая и островов Тайваньского пролива имеют высокое генетическое сходство с древними образцами островов Вануату, что еще больше подтверждает предположение о существовании связи между неолитическими жителями южных регионов Восточной Азии и протоавстронезийцами. Прибрежные связи. Отсутствие генетической изоляции между популяциями
можно наблюдать по всему побережью Восточной и Юго-Восточной Азии. В то время как большинство представителей Юго-Восточной Азии неолита представляют собой смесь предков, связанных с представителями культуры Хуабинь Индокитая и популяциями южных регионов Восточной Азии, население Вьетнама возрастом 4000 лет имеет особенно тесную связь с поздненеолитическими жителями прибрежных районов Юго-Восточной Азии. Примечательно, что эти прибрежные связи простираются дальше на север. В нескольких ранних работах было отмечено, что представительница культуры дзюмон из японского архипелага возрастом 2500 лет имела генетическую близость с людьми культуры Хуабинь. Однако включение новых образцов в анализ не показывает этой закономерности. Вместо этого исследователи отмечают ее сходство с неолитическими популяциями пещеры Чертовы ворота Приморского края, а также южной части Восточной Азии. Родственные связи между популяциями вдоль восточного побережья Азии и островов, которые не разделяются большей частью населения Азии, предполагают, что прибрежные районы были зонами генетических контактов, а не изоляции, и играли важную роль в прибрежной части Древней Азии. Корректировка антропологических данных. Новые данные вносят корректировки в исследования антропологов. На графике анализа главных компонент два образца, которые по морфологии черепа были схожи с ранними азиатами и в предыдущем исследовании были помещены в первый слой, по данным генетиков попадают во второй слой к восточно-азиатам южных регионов. Также представительница периода дзюмон возрастом 2500 лет продемонстрировала сходство с неолитическими популяциями Приморья и южными популяциями Восточной Азии. В новом исследовании популяции раннего неолита, как в северной, так и в южной части современного Китая, демонстрируют характеристики, которые предполагают, что они не принадлежат к первому слою и уже несут в себе родословную, больше связанную с современными восточноазиатскими популяциями, в отличие от представителя Тянь-Юань возрастом 40 тысяч лет. Но в более ранних исследованиях древней ДНК все же были выявлены сильно отличающиеся предковые линии, связанные с первым слоем. Выводы. Исследования демонстрируют, что жители Восточной Азии неолита, как в северных, так и южных регионах, сильнее отличались друг от друга, чем в наши дни. В краниометрическом анализе древних и современных азиатов было выдвинуто предположение о том, что второй слой, состоящий из северных популяций, распространился по всей Восточной Азии в период раннего неолита, заменив, по крайней мере частично, первый слой донеолитических охотников-собирателей. И хотя временные рамки из этого исследования не позволили выявить людей из первого слоя в южной части прибрежной Восточной Азии 8400 лет назад, исследования демонстрируют усиление влияния северных популяций между ранним неолитом и настоящим временем. Таким образом, аргументов в пользу распространения второго слоя, связанного с северными популяциями Восточной Азии, прибавилось. Помимо этого, примесь из южной части Восточной Азии была обнаружена у современных северных популяций, что совместно с более однородным генетическим составом жителей Восточной Азии указывает на то, что значительные миграционные события в этом этнокультурном регионе мира произошли после неолита. Также наличие общих предковых линий у людей на юго-восточном побережье материковой Восточной Азии, островах Тайваньского пролива и Вануату, предполагает, что в распространении австронезийских языков участвовали популяции, прибывшие из Южного Китая, что подтверждается и археологическими данными. Кроме того, генетические связи между неолитическими прибрежными популяциями Восточной Азии являются распространенной тенденцией, поскольку их можно наблюдать от Приморского края и Японии до Вьетнама. Стоит отметить, что сейчас есть несколько предварительных публикаций с очень интересными данными, которые охватывают более широкие временные и географические рамки в истории Восточной Азии и более северных регионов. Но пока эти работы опубликованы для обсуждения специалистами, поэтому они могут содержать неточности и ошибки, что уже неоднократно замечено в препринтах.
Но работы очень интересные и раскрывают демографические процессы на обширных территориях Востока Евразии, включая формирование более известных народов и языковых групп, а также контакты с более западными степными популяциями. Но подождем их публикации после исправлений. А в следующем ролике я продолжу тему Востока Евразии. Только на этот раз речь пойдет о древней ДНК из района озера Байкал, от верхнего палеолита до раннего бронзового века. При этом самый древний образец нового исследования из Усть-Кяхта, Бурятии, связывает верхнепалеолитических сибиряков и первые народы Северной и Южной Америки. Но об этом в следующем ролике. Так что не забывайте подписываться на канал.